Всем привет, с вами по-прежнему Юлия Костромитина, за кадром Пашка Сибиряк, за камерой наблюдает за нами. Мы с вами находимся в самой западной точке Российской Федерации, в городе Балтийске. И прямо сейчас мы в ожидании паромной переправы, в ожидании парома, чтобы отправиться куда? На Балтийскую косу, чтобы посмотреть, как живут люди в самой западной отдаленной точке нашей страны. Я сейчас стою не только на краю суши нашей области, нашей страны, но и на краю истории. А что было защищать? Давайте пойдем посмотрим. Не представляю, как местные жители здесь ездят на автомобилях. Нет, мне без разницы. Да? У нас проблема даже элементарно с туалетами. Людям негде в туалет сходить. Вкусный хлеб, наверное, был. Вкусный, с Москвы ездил за нашим хлебом. Почему такие цены? Это не для вас, это для туристов. Раньше, знаете, покупали на косе жилье там с Калининграда, откуда, потому что здесь, говорит, мало людей. Идем, мы пытаемся найти выживших. Лавочки рядом с мемориалом. Ну, такое себе, конечно, место отдыха. Мы надеемся, что после нашего выпуска желание приехать сюда у вас станет еще больше. Вообще здесь вот для проезда два шлагбаума. Гости косы, а там жители косы. Но сейчас почему-то пускают всех через один шлагбаум. Честно, я впервые поеду на пароме, на машине. Мы обычно переходили пассажирами просто. Немножечко волнуюсь, потому что, сами понимаете, женщина-водитель. Главное не разволноваться и не забыть ручник дернуть, чтобы машина не уехала. Меня немного качает, а все потому, что мы находимся на воде. Мы сейчас отправляемся из города Балтийска прямиком на Балтийскую косу, в самую западную точку Российской Федерации. Ощущения странные, потому что для многих людей это привычный путь, да, с Балтийской косы в Балтийск по нескольку раз в день, по воде, не по дороге, как мы привыкли. Для нас это что-то новенькое. А вы на Балтийской косе живете? Я уже третье поколение. Дед восстанавливал косу, он был прорабом. Все, что было отремонтировано после войны на косе, отремонтировано было моим дедом. А сколько раз в день вы проделываете путь от косы до города Балтийска? Я чисто по делам. Я работаю чисто на косе в водоканале. Вся колонизация, все лежит, все работает, все от немцев, все лежит. Водопровод наполовину поменен, лежит пластик уже, водопровод шикарный, вода у нас чистая. А у вас есть лодка? Потому что я знаю, что у жителей косы практически в каждой семье есть своя моторная лодка, чтобы как на машине. Нет, такого нет. Была с братом лодка, но рыбачили, сейчас уже отошли от этого дела, неинтересно. А какие льготы есть для жителей косы, вот чтобы, да, не тратиться на паром, или вы тоже платите стоимость билета? Если я еду на машине своей, я плачу за машину 50 рублей. Так я еду бесплатно. Очень интересно. Никогда не задумывались о том, чтобы переехать с косы? Вся эта природа, видите, я вырос здесь, мне очень интересно. Я даже приезжаю в Калининград, вот эта вся суета, я уже от этого отвык, честно говоря. Я уже Жене говорю, покупай, что надо, и все, домой, в глушь, в деревню. Так, мы уже приехали на Балтийскую косу. Сейчас отправляется паром обратно в Балтийск. Движение очень интенсивное. Люди отправляются обратно в город. Такое ощущение, что мы находимся в Москве. Машины куда-то едут, люди куда-то ходят. Достаточно такое активное действие происходит. Интересно. Потому что людям для того, чтобы вернуться в город, нужно 10 минут проплыть на пароме до города Балтийска. Прикольно. Пашка, как тебе? Как твои ощущения? Пошатало, я даже не заметил, как мы перешли эту переправу. Сразу мужик такой: ой, что вы снимаете, давайте с вами пообщаюсь. Я такой, весь в микрофонах, Да. такой, даже не успел дать, но ты классно сориентировалась сразу на двоих. Но мне кажется, людям не хватает вот этого общения с чужаками. Все, пока-пока, Нида. Увидимся через несколько часов, когда будем возвращаться домой. А пока погнали, посмотрим, что здесь на Балтийской косе интересного.
Пляж Балтийской косы. Самое уединенное место с чистым песком, но при этом достаточно большим количеством мусора. Пляж на самом деле только недавно начали оборудовать для комфортабельного отдыха, потому что раньше сюда люди практически не ездили за солнцем, за морем, потому что добраться на Балтийскую косу, как вы понимаете, не так-то просто. Сначала нужно преодолеть расстояние в 70 почти километров от Калининграда до Балтийска, и затем от Балтийска на пароме доехать сюда, на Балтийскую косу, дойти пешком от парома, от паромной переправы до пляжа. Пусть недалеко, но все равно представьте, если вы с детьми, с сумками, это достаточно большое расстояние, которое забирает много сил. Но, как показывает время, за отдыхом на Балтийской косе, за диким пляжным отдыхом, люди охотно едут с каждым годом все больше. Здесь, на Балтийской косе, было вырублено очень много деревьев для производства древесного угля. И из-за этого, естественно, песок начало размывать, разрушать ветром. Сейчас власти принимают все меры для того, чтобы не лишиться пляжа, его остатков. Но, естественно, стихия делает свое дело, и защита разрушается. Но будем надеяться, что мы не потеряем берег окончательно, и он сохранится. Самый дикий, самый красивый пляж нашей области. Я сейчас нахожусь на руинах крепости, которая в 19 веке защищала Пилау и Балтийскую, Вислинскую косу от угрозы со стороны моря. Как вы видите, фортификационное сооружение находится в достаточно плачевном состоянии, потому что стихия, конечно же, делает свое дело. От некогда величественного остались лишь руины. Я сейчас стою не только на краю суши нашей области, нашей страны, но и на краю истории. 150 лет отделяет меня от дня возведения этого защитного сооружения. Наше море отличается тем, что оно далеко не теплое, абсолютно не ласковое, но все равно в нем есть особая энергия и шарм. И где, как не здесь, на Балтийской косе, можно любоваться этим прекрасным видом. Этот форт был построен в 1868 году для защиты города Пилау и Кёнигсбергской области от нападений со стороны моря. А что было защищать? Давайте пойдем посмотрим на саму Балтийскую косу, прогуляемся по поселкам, которые находятся здесь. Кстати, на Балтийской косе расположены поселки Коса и поселок Рыбачий. Но вообще они относятся к городу Балтийску. Узнаем у жителей, как им живется на Балтийской косе. Кстати, по факту Балтийская коса – это остров, потому что Калининградский залив отделяет косу от большой земли нашей области. По дороге в поселок я обратила внимание, что каштаны, которые растут здесь по береговой линии, имеют достаточно причудливые формы. Кто был на Курской косе, согласятся со мной, что эти деревья, эти каштаны похожи на деревья, которые растут на Курской косе, на танцующий лес. Мне кажется, это все-таки происходит из-за воздействия ветра, который дует с моря, наверное, с ветров, которые дуют со стороны Калининградского залива. То есть стихия встречается и оказывает влияние на природу, которая пытается выжить здесь, в этих непростых условиях. Ну что, пойдемте, наконец-таки дойдем до поселка и узнаем, как живут люди. Здравствуйте. А вы не замерзнете так, раздетая совсем? Нет. Меня зовут Юлия. А как вас зовут? Анна Михайловна.
Анна Михайловна, вы всю жизнь живете на косе? 62-го года, Да вы что? да. А как вы попали сюда? Служил срочно дед. И привез сюда. А чем занимались здесь после того, как закончили служить? Я на хлебопекарне хлеб пекла. Вкусный хлеб, наверное, был? Козный, из Москвы ездила за нашим хлебом. Да вы Так что? булку сожми, она опять устанет. Вот это да. А сколько вам лет сейчас? Будет 22 июня 90 лет. 22 июня, 90 лет. Мы вас поздравляем. Дай бог вам крепкого здоровья, чтобы вы жили долго-долго и счастливо, чтобы здоровье вас не подводило. А чем сейчас занимаетесь здесь, на косе? А чем топлю он? Уголь за нашу топлю. А чем уже старый человек займется? А как с медициной помогают? Там медпункт, может быть, медицинский работник приходит? Я все за деньги беру. Никто мне не помогает. Все за деньги. До меня сроду никто не приходил. Вот сейчас племянник приехал с Ростовской области. Так. Ну, он уедет в январе. Побуду, да уедет. А много вас, пожилых людей живет здесь, на косе? Ну, как вам сказать, есть, уже немного. Уходят. Уходят. А дед у вас еще с вами живет? Дед умер в 15-м году. Угу. За дедом через 5 лет сын умер. Было 58 лет сыну. А деду было 79-й шел. Дед умер хоть пожилой, а сын уже жить и жить. Да, что касаемо дорог, здесь с этим проблема, потому что если ехать от паромной переправы до пляжа, там такие ухабы, асфальтом даже не пахнет. Здесь, я тоже, конечно, не представляю, как местные жители здесь ездят на автомобилях. Состояние как после войны. Что вам нравится на косе? Вот вообще атмосфера, инфраструктура. Что людей нет. То, что людей нет? Да. И наше присутствие вас немножечко... Нет, мне без разницы. Да? А есть то, что вам не нравится? Туристы. Туристы? Да. А почему? Мне кажется, они приносят, Они деньги засирают какие-то. всё. Засирают? Да. Не хватает инфраструктуры, мне кажется, для того, чтобы они... Бумажек много в лесу потом. Ходить Мгм. опасно. Чем топятся здесь местные? Центральное, да, отопление? Да. Углем? Уголь? Да. Не, ну как центральный? Вот те большие дома, все большие дома. Мгм. Там центральное отопление. А этот весь район, здесь уже печное отопление у людей. А Вот газ такой- вообще Да. планируется? Газ у нас баллонный. И Газ всё. и не планируется. Он не будет здесь никогда. Слушайте, Это ж невозможно. у нас же проводят Где? в море этот В Балтийске газопровод. сколько уже? 10 лет проведено, и что толку? Газа нет. Ну да, есть такая проблема. А дороги? Вот мы пока ездили, Дороги? дороги вообще в ужасном состоянии. Немцы хорошо сделали, поэтому и есть они. Это все, что осталось Да. от немцев для нас. А чего не хватает, вот по-вашему, на Балтийской косе? Как, кстати, с магазинами обстановка? Строительных магазинов нет. Смысл? А продуктовые? Продуктовые Есть опять магазины? магазины. А на какой улице? Да, вот, стоит, вот раз видите, магазин. Чуть дальше, здесь 50 метров проедете, еще один Сейчас будет 4 магазин. магазина работают Сейчас 4, да? в данный Ну момент, так да. 5 магазинов Так, 5. Мгм. хватает. Ну, видите, летом заходишь, спрашиваешь, почему такие цены? Это не для вас, это для туристов. Туристы уезжают, цены остаются на месте. Идем и пытаемся найти выживших. Это жесть. Я не удивлюсь, что и здесь закрыто. Потому что не сезон, все попрятались. Даже поесть негде. Пойдем погреемся, познакомимся. Здравствуйте. Блинчики с чем? Творогом. Творог. Можно? А эти? С мясом. Можно один с творогом, один с мясом, пожалуйста. В одну тарелку можно? Да, можно в одну. А вы здесь живете, да? Да. Всю жизнь? Всю жизнь. Вот кто-то говорит, что нравится, что здесь нету людей. Мало, во всяком случае. Кто-то говорит, что природа здесь. Кто-то говорит, что история нравится, поэтому остаются здесь жить. Вот у вас. Летом здесь, понятное дело, хорошо. То, что мало людей, я вам не скажу, что здесь мало людей. Да? Это раньше, знаете, покупали на косе жилье там из Калининграда, откуда-то, потому что здесь, говорит, мало людей. Угу. А сейчас, говорят, да их еще больше, чем в Светлогорске и Зеленоградске, потому что это лето было такое, что
Людей было очень много. Я заплатила за блинчики 140 рублей, 2 блинчика. Один блинчик с творогом, один с мясом. Как бы с мясом норм, вкусные. Я ставлю этому блинчику 8 из 10. Давайте попробуем блинчик с творогом. Блинчик с творогом. Вкусно. 9 из 10. Потому что творог слишком мягкий такой, как творожная масса. Но в целом для балтийской косы, я думала, будет хуже. Очень вкусно, так по-домашнему, прям приятненько. Пойдемте сходим в магазин, посмотрим, есть ли накрутка на продукты за счет транспортных каких-то расходов дополнительных. Узнаем. Расскажите, как часто привозят продукты сюда, в магазин? 2 раза в неделю. Доставка 2 раза в неделю? Ну, хозяйка сама ездит. А то есть машины... Сюда с продуктами машины не приходят. А почему? Потому что это слишком дорого или... Ну, переправа для не местных жителей, конечно, платная. То есть даже для магазинов не делают льготную переправу? И получается, если хочешь свежий хлебушек, жди... Да. Вот это да. Как вы считаете, хватает ли инфраструктуры вообще здесь на Балтийской косе для Нет. туристов? Нет. У нас проблема даже элементарно с туалетами. Людям негде в туалет сходить. И в этом еще до этого пару лет ставили биотуалеты, ну, так, несколько биотуалетов на всей косе. Ну, понятно, что это тоже не выход. А в этом году поставили единственный туалет здесь за магазином, биотуалет. И то потому, что приезжал Алиханов в августе месяце, где-то или в конце июля, и просто ему поставили вопрос такой. Вот буквально месяца полтора он постоял, там в сентябре этот туалет обратно увезли. Все. И вот люди приходят, в туалет сходить негде. А молодежь остается жить на косе или все-таки они предпочитают уезжать в Балтийск, в Калининград? По-разному. Ну, я сама когда-то была молодежью и жила одно время в Калининграде, достаточно долгое время. Но единственное, что я постоянно приезжала сюда к родителям на выходные, практически каждые выходные. И сказать, что кто-то уезжает, кто-то не уезжает, кто-то остается, кто наоборот сюда приезжает жить. То есть все меняется, потому что здесь много все-таки военных, худо-бедно, но служебные квартиры есть, поэтому... Памятник советским воинам, погибшим на Вислинской косе. Здесь захоронено около 700 человек. Кстати, 9 мая 1945 года здесь, на Вислинской косе, наши советские войска встречали победу. Наверное, потому что Балтийская коса сама по себе является объектом наследия, туристическим местом. Здесь практически нет парков. Ну, в принципе, мы пока гуляли, не встретили ни одного парка или какого-то облагороженного места отдыха. Ну, кроме того, который мы видим здесь. Лавочки рядом с мемориалом. Ну, такое себе, конечно, место отдыха, но достопримечательность. Достопримечательность. Конечно, как мы ни пытались сделать этот выпуск максимально позитивным, ярким и веселым, не совсем это получилось, потому что все-таки Балтийская коса – это удивительное место, место, оторванное от цивилизации, оторванное от мира, и собака нас сейчас съест. Ну чего ты? Конечно, как мы ни пытались сделать этот выпуск максимально позитивным,
это не совсем получилось, потому что Балтийская коса – удивительное место. Балтийский остров. Оторванная от цивилизации, от современности, живущая по своим законам, живущая в своем времени, словно замороженная, со своей богатой и удивительной историей, с неповторимой природой, удивительными людьми. Мы надеемся, что после нашего выпуска желание приехать сюда у вас станет еще больше. Если вы посетите Балтийскую косу, поделитесь своими впечатлениями в комментариях, обязательно подписывайтесь на наш канал, будьте с нами на одной волне, нажимайте колокольчик и заходите в гости. С вами была Юлия Костромитина, Пашка Сибиряк и какая-то собака.